Понимаю ваш вопрос. Мы же вроде уже прошли 10-20. Ну, не совсем. Мы прошли челлендж Golden Freddy. Сейчас те, кто не смотрел мое прошлое видео, недоумевают, так что позвольте мне объяснить. ИИ каждого аниматроника было намеренно ограничено скоттом. Для 9 аниматроников, включая марионетку, чей ИИ мы настроить не можем, максимальным значением является 15. Для Фокси 17, для Золотого Фредди 10. В Steam-версии игры ни у одного аниматроника нет значения ИИ равного 20, и получить его мы не можем. Я знал об этом и хотел включить видеогайд прохождения настоящего 10-20, где это ограничение было бы снято, но пережитый ужас челленджа Golden Freddy вызвал у меня такие яркие эмоции, после которых не то что за 10-20, но в целом за FNAF 2 не хотелось браться. Идея была временно помещена в ящик. Теперь же, отдохнувший от ебатории FNAF 2, хочу сказать: всем привет, Фоксендер на связи, и добро пожаловать в настоящий 10-20 во FNAF 2. Видео стоит воспринимать как дополнение к основному, этакое, как должен был закончиться видеогайд по FNAF 2. Мы не будем разбирать механики или стратегии слишком подробно. Про все самое важное мы уже поговорили в прошлом видео. Если кому интересно, ссылка в описании. Начнем с того, как вообще получить настоящий 10-20. Для этого нам нужно декомпилировать игру. Я пользуюсь программой под названием Nebula. Ссылку на нее я не оставлю из соображений безопасности. В Steam перехожу в папку с игрой, свойства, установленные файлы, обзор. Здесь у нас лежит экзашка. Отлично, теперь мы открываем программу Nebula. Путь файла, в принципе, можно отсюда закинуть сюда. Либо можно скопировать этот путь, добавить название экзешки с расширением экзе. Ну, я просто сюда перенес все. Вот, путь файла, хопа, Enter. Дальше мы выбираем Autodetect на Enter. Нам нужно теперь спуститься ниже. Нам нужен MFA Parser и Asset Dumper. Чтобы их выбрать, нам нужно нажать на пробел. Крестик появился, мы их выбрали. Отлично, теперь нажимаем на Enter. Теперь снова спускаемся ниже. Выбираем на пробел все три. Хоп. Сейчас он это все декомпилирует. Дальше переходим вот в папку Dump. Здесь у нас будет Five Nights at Freddy's 2. Здесь мы видим Five Nights at Freddy's 2.mfa. Это как раз наш проект на Click-Team. В моем случае, если я его вот так запускаю, он говорит, что какой-то неверный путь у тебя, бро. Поэтому я запускаю его вручную, перехожу по этому пути. Five Nights at Freddy's 2. Хлобысь. Переходим на фрейм 1. Тут у нас появится вот такая сцена нашего офиса. Она единственная в игре, если что. Здесь слева мы видим Old Freddy AI, Old Bonnie AI, Old Chica AI, Old Foxy AI, Balloon Boy, New Freddy, New Bonnie, New Chica, New Foxy, Golden Freddy и Sock Puppet. И здесь Paper Pulse отдельно, на него можно забить, у него этого условия нет. Я просто в целях демонстрации покажу. У него как бы есть свой уровень искусственного интеллекта, но у него этого ограничения нет, поэтому забейте. Вот у кого есть, это у вот этих персонажей. У них стоит ограничение. Взять, например, марионетку Sock Puppet. И мы наводим на счетчик левой кнопкой мыши. Хлобысь. Дальше Show Object Events. Хопа. И вот, пожалуйста, он показывает, если это не 7-я ночь, то у счетчика Sock Puppet AI устанавливается значение 0 искусственного интеллекта. Нам интересно вот это ограничение. Если больше 6-й ночи, то значение 15. Таково ограничение марионетки. Поэтому все, что нам нужно здесь сделать, это здесь нажать единожды левой кнопкой мыши. Edit цифру 20. Хопа. Все, теперь у нас на 7-й ночи марионетка будет иметь 20 уровней искусственного интеллекта. Теперь перейдем к ребятам попроще. Для нас самое важное вот это. Условие, если число уровней искусственного интеллекта Золотого Фредди больше 10,
то устанавливается каунтер на 10. Вот про это ограничение я и говорил. У Золотого Фредди ограничение 10 уровней искусственного интеллекта. Оно выше подняться не может из-за этого условия. Мы нажимаем на номер этого условия, оно выделяется все. Просто нажимаем удалить. И точно так же мы делаем для каждого из них. Есть способ немного легче, то есть сверху у нас есть панелька, мы можем там нажать на какой-то объект, у нас высветятся все ивенты этого объекта. Вот, давайте Золотой Фредди Ай, все это условия больше нет. Paper Pulse, у него нет такого вообще. Sock Puppet мы установили, все нормально. Balloon Boy, вот, пожалуйста, Balloon Boy AI больше 15, и устанавливается значение на 15. Это его ограничение, мы его убираем. Аналогично здесь. Аналогично здесь. Аналогично здесь. Аналогично здесь. Аналогично. Кстати, это Фоксик, потому что 17. Если больше 17, то вот на 17. Удалить. Ты тоже удалить. Ты тоже удалить. Ты тоже удалить. Теперь, возвращаемся на нашу сцену. Здесь мы видим Layers Toolbar. Я рекомендую скрыть 5-й слой. Вроде бы 4-й слой, да, 4-й не надо. 3-й слой нужно скрыть, 2-й, по желанию вообще. Теперь с зажатым шифтом я переношу все вот эти переменные вот в нашу рабочую область. И теперь, если я выберу режим Golden Freddy, у каждого нашего джентльмена и леди должно стоять значение 20. Вот, пожалуйста, у всех стоит значение 20. Давайте, например, поставим значение какое. Давай сейчас случайное. Ну вот, допустим, вот такие вот уровни искусственного интеллекта мы построим. Теперь мы зайдем в нашу ночь и увидим то, что мы выставили. То есть, вот, все. Теперь у наших роботов нет ограничения искусственного интеллекта. Мы можем сыграть в реально 10-20. Но это не совсем все. Видите ли, если я сейчас включу автосплиттер, хопа. Если я сейчас его использую и запущу игру, она мне внезапно не запустит таймер. Мы переходим в файл, build, all. Дальше мы выбираем, где у нас будет храниться наш exe файл. Нажимаем сохранить, но у меня он уже есть. Теперь при входе в игру я могу выставить какое-нибудь, опять же, рандомное значение. Хопа. Не буду что-то придумывать, так вот сделаю. Захожу в ночь, и вот мы видим, что таймер работает, это раз. Два, мы видим слева снизу значение уровней искусственного интеллекта. Я оставил их здесь, чтобы было видно, что в течение ночи они не меняются, и я не читерил. Отлично! Мы получили настоящие 10-20. Но что же делает настоящий 10-20 таким особенным? Первое – Фокси. Это самое страшное изменение. Единственное, которое создавало мне проблемы. Каждые 5 секунд игра проверяет формулу, которую мы сократили в прошлом видео до 21 минус ИИ. Если 5 секунд прошло и формула стала истиной, Фокси поднимает флаг «Поймал тебя». Как только флаг поднят, в следующий раз, когда мы посветим фонариком в коридор, Фокси атакует нас. Если не посветим, то с самого начала ночи Фокси пытается атаковать нас каждые 10 секунд, если флаг «Поймал тебя» активен. Но проваливают эту возможность, если поднят флаг в опасности, или если флаг «Поймал тебя» не активен. Второе – аниматроники. Теперь каждый из них гарантированно двигается по истечению 5-секундного интервала, что убирает для нас большую часть РНГ. Но для нас особенно ценны такие персонажи, как Wizard Фредди, Wizard Бонни, Wizard Чика, Той Фредди, и, вы удивитесь, Той Бонни. Той Бонни. Есть в мафии такая роль – маньяк. Его задача – избавиться и от мирных, и от мафии. Но маньяку невыгодно, чтобы мирные или мафия находились в выигрышном положении. Ему выгоднее убивать мафию, когда у мирных дела идут плохо, и мирных, когда у мафии дела идут плохо.
то и Бонни действует похожим образом. Он вроде помогает нам с Визард Фокси, но это все та же сука, при каждом появлении которой заряд музыкальной шкатулки падает до нуля. И несмотря на роль маньяка, то и Бонни для нас ценен, поскольку является одним из тех союзников, что поднимают флаг в опасности. Флаг в опасности поднимается во время блокаутов. Вот почему это Пятерочка выручает! Помните, я говорил в прошлом видео, что стратегия шутера 25 не особо обузит механику блэкаутов, и это скорее как последняя надежда. Что ж, теперь мы живем за счет блэкаутов, посвятить на Фокси кроме первых 20 секунд мы не можем, эта чокнутая сука нас убьет. Стало ли проще? Намного. Самыми важными являются блэкауты, получаем мы их частенько. Не говорю всегда, потому что большинство причин моей смерти так или иначе были связаны с тем, что блэкаута не произошло. Также один раз Той Бонни косвенно стал причиной моей гибели. Он появился, предупреждение вот уже красным было, марионетка норовилась начистить мне ебальник, хотел задержать ее, посветил слишком рано, из-за чего зажегся фонарик в коридоре, что нам противопоказано, умер из-за Фокси. Буквально каждое мое поражение было из-за Фокси. Это больше не Голден Фредди, это больше не Той Бонни, теперь это Визард Фокси. Что нам нужно знать? С начала ночи начинаем светить на Фокси до 5-секундной проверки. Разрешено светить лишь в первые 20 секунд, когда нет совсем никакой возможности получить блэкаут. Как только мы достигли 21 секунды и 500 миллисекунд, когда нужно поднять планшет и начать следовать циклу стратегии шутера 25, светить на Фокси с этого момента противопоказано. Переменная D не сбросится, а заморозится, если мы попали в блэкаут. Иметь переменную D равную 4 до проверки Фокси означает, что все наше прохождение будет строиться на том, чтобы Фокси каждый раз выраливал максимально возможное число, чтобы эта формула не стала истинной и Фокси не получил флаг «Поймал тебя». Затея, как вы понимаете, глупая, поэтому наш единственный способ выжить – блэкаут. За счет получения блокаутов мы не предотвратим то, что Фокси получит флаг «Поймал тебя», но проверка на идеальные условия для скримера Фокси становится неудовлетворительной, что и оставляет нас в живых. Ну вот, в общем-то, и все. Остальное целиком и полностью стратегия шутера 25. Теперь давайте обсудим мои попытки. Первая попытка — опустил планшет, блэкаутов не оказалось. Зато в левой вентиляции бой был. Надел маску, но забыл, насколько агрессивен теперь Фокси. А ведь это аватар моего канала. Вторая попытка. Про это я и говорил. Хотел посветить на марионетку после Той Бонни, чтобы она не вылезла из шкатулки. Посветил слишком рано. Свет попал в коридор. Фокси сделал няма-няма. Третья попытка. Опустил планшет. Блэкаутов не оказалось. Понадеялся на блэкаут от Той Бонни, но не вылез. Умер. Четвертая попытка. Опустил планшет, блэкаутов не оказалось. Мне нравится, что уже в третий раз все начинается именно с этого. Судорожно начал поднимать и опускать в планшет в надежде на чудо. «Дружба — это чудо», — сказал Баллонбой. Я продолжил поднимать и опускать планшет, но когда это не помогло, Фокси опустил уже меня. Пятая попытка. Потерял момент, когда нужно было посветить на Фокси. Посветил по меркам режима настоящего 10-20 слишком рано. Формула Фокси стала истинной. И в следующий раз, когда я посветил в коридор, я умер. Шестая попытка. Угадайте с 3 раз. Все правильно. Опустил планшет, блокаутов не оказалось. Я бы начал поднимать и опускать планшет в надежде получить блокаут, но в вентиляции сидела Мангл, а играть с ее РНГ на убийство, когда она висит в офисе, не хотелось. Надеялся, что успею быстро поднять и опустить планшет, когда оно уйдет, но Фокси был первее. В 6 попытках подряд смерть инициировал именно Фокси. 7-я попытка на ваших экранах.
На этот раз моя реакция не была такой агрессивной, как в прошлый раз, но я рад, что я прошел это. Какая-то попытка. Ну, это была, наверное, вроде бы 5-я попытка, как я пытаюсь пройти. Оттого это приятно, но это не прям такая радость, что ебать, я прошел! Ебать! Как я там в прошлый раз эмоционировал. В прошлый раз это были мои искренние эмоции, если что, то есть я вообще нисколько не преувеличивал. Сейчас, ну, вы не слышали мои эмоции, но я просто был рад, такой, ебать, я прошел. Ну, ладно, не так, я не умею пародировать самого себя.
Но я был очень рад, короче, что я это прошел. И сейчас я тоже очень рад, что я это прошел. Вот теперь я прошел настоящий 10-20. Той Бонни, ты просто спасительный пупсик. В этом раунде ты, конечно, не помог, но в прошлых ты очень сильно помогал, когда вовсе никого не было. Ой, Той Бонни, ты просто мой спасительный бро. Я теперь ненавижу тебя чуть меньше. Ты все равно падла, из-за которой заряд музыкальной шкатулки падает до нуля. Но теперь ты хотя бы мне помог с Фокси иногда. Теперь ты хотя бы помогал мне с Фокси иногда. Да вообще, я вас... тебя обожаю, тебя обожаю, тебя обожаю, тебя обожаю. Ты хороший, я тебя не обожаю, но ты просто хороший. Вы, ну, хз, не вызвали у меня никаких эмоций, потому что вот эти 5 вас зарешали. Ты, ну, хз, я тебя видел только сколько там, 2-3 раза за ночь. Больше я тебя не видел. И то это было в самом начале, дальше я уже не смотрел, что там происходит. В левом нижнем углу я смотрел вот на левый верхний угол за таймером. Ну и Фокси, ты, сука, падла. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.